Витаю! В этом видео в Elmer мы смоделируем простую отопительную печь с колпаком и посмотрим, как на ее работу влияют задвижки, дверцы топливника и поддувало. Итак, для начала в агрегат нарисуем 4 скетча. Первый скетч – внутреннее пространство печи. В местах, где будет задвижка и поддувало, нужно поставить дополнительные узлы, чтобы можно было моделировать ширину их открытия. Также на этом скетче можно нарисовать зону в форме полена, в которую мы поместим пламя. Второй скетч – силуэт кирпичной кладки печи. Там, где дверца поддувала и очага, нужно сделать пропуски. Полена здесь тоже не будет. Также отключаем линии задвижек и выхода из трубы. Третий скетч – пространство между задвижками. Также на задвижках нужно добавить дополнительные узлы, чтобы можно было моделировать ширину их открытия. И четвертый скетч – внутреннее пространство трубы дымохода. Теперь из скетчера переходим в парт. И на основе скетчей создаем поверхность для внутреннего пространства печи. Для кирпичной кладки. Для пространства между задвижками. Ну и последняя поверхность для дымохода. Далее выполняем болевое слияние всех поверхностей. И переходим в WebKE. Создаем сетку конечных элементов. Указываем общую плотность сети. Для повышения точности расчета добавим локальное сгущение сети для внутреннего пространства печи и расстояние между задвижками. Чтобы в Elmer кирпичу можно было назначить свойства кирпича, а дыму свойства дыма, создадим группу объединения конечных элементов. Одну для кирпичной кладки, и вторую для внутреннего пространства печи, в котором будет циркулировать воздух и дым. Также создаем группу объединения граничных условий для двух задвижек и поддувала. Это нужно, чтобы они при генерации сетки конечных элементов не слиплись в одну границу и не пропала возможность моделировать их ширину открытия. Все, сеть конечных элементов настроена, можем ее сгенерировать. Сохраняем сеть в формате UNV. И переходим в Elmer. Загружаем сеть конечных элементов. Смотрим сводку.
Проверяем размеры сети. В расчете мы будем использовать систему Си, поэтому сетка должна быть в метрах. Особо внимательные зрители наверняка заметили, что сетка во FreeCAD была начерчена в миллиметрах. Как же в Elmer получились метры? Это связано с тем, что формат сетки UNV не содержит информации об единицах измерения. Я пробовал в FreeCAD ставить метры и чертить в метрах, но столкнулся с тем, что сетка все равно экспортировалась в миллиметрах, то есть на выходе получались размеры в 1000 раз больше. Поэтому, чтобы получить сетку в Elmer в метрах, проще чертить в миллиметрах, но размеры ставить как будто это метры. Смотрим дерево проекта. У нас должно быть два тела, для кирпичной кладки и для дыма. Должно быть 4 границы. 2 для задвижек, 1 для поддувала и 1 общая граница, которую нужно расчленить. Членили. Настроим модель. Включаем нестационарный режим. Интервал вывода результатов ставим каждый третий. Порядок BDF ставим 2. Шагов у нас будет 4000 по 0,15 секунды каждый, что соответствует 10 минутам. Проверяем, чтобы гравитация была у нас в направлении -y и нажимаем «Применить». Сохраняем проект, указав папку, куда будут записываться исходные данные и результаты. Добавим расчет. Их будет 2. Для кладки и для дыма. В расчете для дыма будет 2 уравнения – термодинамики и Навье-Стокса для течения жидкости и газов. Помечаем, что это дым. На вкладке «Термодинамика» ставим птичку «Активная». Конвекция вычисляемая. В настройках решателя на вкладке «Нелинейные системы» максимальное число итераций сокращаем до 1. На вкладке Навье-Стокс ставим птичку «Активная». И в настройках решателя на вкладке «Нелинейные системы» также сокращаем число итераций до 1. Ставим птичку «Назначить телу, отвечающему за дым», «Добавить» и «Ок». Добавим расчет для кирпичной кладки. В нем будет только одно уравнение термодинамики. На вкладке «Термодинамика» ставим птичку «Активная». Ставим птичку «Назначить тело, отвечающему за каменную кладку», «Добавить» и «Ок». Добавим материалы. Полного сгорания топлива у нас не предвидится, поэтому для дыма обойдемся свойствами воздуха. Возьмем их из библиотеки. На вкладке General нужно еще добавить референсную температуру. На вкладке Термодинамика включаем турбулентную модель теплопередачи. На вкладке Навье-Стокс проверяем кинетическую вязкость. Назначаем все это дыму, добавить и ОК. Создадим кирпичную кладку. Ее в библиотеке нет, поэтому все будем вводить вручную. Помечаем, что это кирпич. На вкладке General пишем плотность, теплоемкость, референсную температуру. На вкладке Термодинамика пишем теплопроводность. Назначаем кирпичные кладки, добавить и ОК. Добавим внутренние силы. На вкладке Навье-Стокс включаем уравнение тепловой конвекции Бусинеско. Назначаем дыму, добавить и ОК. Добавим начальные условия.
Для дыма на вкладке «Термодинамика» пишем начальную температуру. На вкладке «Navier-Stokes» пишем начальные скорости. Назначаем дыму, добавить и ОК. Для кирпичной кладки на вкладке «Термодинамика» пишем начальную температуру. Назначаем кирпичные кладки, добавить и ОК. Добавим граничные условия. Сначала создадим приток. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру затекающего в печь воздуха. На вкладке «Navier-Stokes» скорость вдоль Y пишем 0. Добавить и ОК. Следующее граничное условие – отток. На вкладке «Navier-Stokes» скорость вдоль X пишем 0. Далее будет теплоотдача во внешнюю среду. На вкладке «Термодинамика» пишем коэффициент теплоотдачи от поверхности стен и температуру окружающего воздуха. Теперь внутренние стенки печи. На вкладке «Navier-Stokes» ставим птичку, что это стенки. Последним граничным условием будет пламя. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру горения дров. На вкладке «Navier-Stokes» ставим птичку, что дрова – это стенки. Назначаем границам граничные условия. Здесь будет отток. По периметру полена будет пламя. Помните, в самом начале на скетче границу поддувала разделили на 3 участка. Так вот, сейчас поддувало открыто настежь, и всем участкам назначаем приток. Задвижки тоже были поделены на 3 участка. Сейчас задвижки открыты полностью, поэтому всем участкам назначаем отток. Внешнему периметру назначаем теплоотдачу в окружающую среду. Щелкнув на граничном условии в дереве проектов, можно проверить, ничего ли не было пропущено.
Оставшимся границам, а это дверца топливника, внутреннее пространство печи и дымохода, назначаем стенки. Все готово к расчету. Создаем файл SIF, проверяем, все ли в порядке и запускаем расчет. Расчет окончен, запускаем Helper VTK. Вот наши результаты. Сначала выведем температуру. Запустим анимацию и подождем, пока поток стабилизируется. Как видим, дым в дымоходе у нас достаточно высокой температуры – 677 по Кельвину или около 400 по Цельсию. Оптимально считается температура в районе 200-300 по Цельсию. То есть получается, тепло не успевает перейти от дыма стенам печи. Причину узнаем, выведя скорость течения газа. Как видим, скорость местами достигает 6 метров на секунду, а значит слишком большая тяга, и тепло в прямом смысле того слова уносится в трубу. Давайте уменьшим тягу, прикрыв заслонки и дверцу поддувала. Для этого возвращаемся в Elmer. И на границах, отвечающих за заслонки, меняем граничные условия. Также поступим с границей, отвечающей за поддувало. Заменим приток на стенку. Помните еще на скетче, поддувало у нас было разбито на 3 части. 2 мы преобразовали в стенки. Таким образом, поддувало у нас стало открытым лишь на треть. Заслонки тоже закроем на 2 трети. Отток заменяем на стенки. Заслонки теперь тоже прикрыты. Хочется лучше рассмотреть, как будут нагреваться стенки печи, поэтому количество шагов увеличим до 12 тысяч. Размер шага поставим 0,3 секунды, что соответствует 1 часу. Обновляем файл SIF. Запускаем расчет. Пару часов спустя можем посмотреть, как прикрытые заслонки и дверца поддувала повлияли на тягу. Подождем, пока система стабилизируется.
Вот на из-за полях скоростей стали видны заслонки, чего раньше не было. А тяга уменьшилась почти в 3 раза. В колпаке стала заметна некая турбуленция, значит туда, по идее, должен подсасываться горячий воздух. Переключимся на температуру и посмотрим, как это все будет влиять на теплообмен. У нас тут достаточно плотный горячий вихрь, значит, по идее, скоро колпак должен заполниться горячим воздухом и начать отапливать помещение. Ну что это? Объем горячего воздуха в колпаке буквально тает на глазах. А на 10-й минуте расчетного времени он и вовсе исчезает. И за все оставшееся время самая главная часть отопительной печи так и не нагрелась. Почему же колпак так и не заполнился горячим воздухом? Мы видим направление движения воздушных потоков и их температуру. А причиной тому стала образовавшаяся возле стенки прослойка холодного воздуха. Благодаря турбуленции, образованной горячим потоком, холодный воздух засасывается в колпак, препятствуя его нагреву. Вот так и получается, что печь топится, да не греет. Должен же быть способ убрать эту холодную прослойку. Для этого изменим источник поступления воздуха в печь. Заслонки оставим прикрытыми. Поддувало полностью закроем. А вместо него настежь откроем топливник. Таким образом, тяга у нас будет по-прежнему зарегулирована заслонками, а воздух в печь будет поступать через топливник. Снова отрегулируем количество шагов и размер шага. Теперь шагов будет 18 тысяч, а размер шага 0,2 секунды, что также соответствует 1 часу. Обновляем файл SIF. Запускаем расчет. Еще через 2 часа можем посмотреть, как простое изменение подачи воздуха в печь повлияло на ее отопительные качества. Скорость у нас несколько выросла, несмотря на заслонки. Видимо, дверцу топливника стоило бы прикрыть. А в колпаке, в отличие от прошлого раза, просматривается не одно, а 3 турбулентных кольца. Теперь движение воздуха в колпаке доходит до самого его верха. Также исчезла холодная прослойка. Посмотрим, как это повлияло на распределение температуры. Завихрение горячего воздуха в основании колпака гораздо больше, и температура его выше.
и от него сформировались еще завихрения, поднимающие горячий воздух вверх колпака. Теперь колпак действительно заполняется горячим воздухом. Через час он полностью прогреется, и стенки печи начнут отдавать тепло в помещение. А всего-то нужно было закрыть поддувало. Еще раз сравним отличия в работе печи при подаче воздуха через поддувало и через топливник. И сделаем это в паровью, потому что здесь все выглядит намного красивее. В начале растопки и с открытым поддувалом, и с открытым топливником колпак начинает заполняться горячим воздухом. Но после 10-й минуты растопки, в случае с открытым поддувалом, возле задней стенки образуется прослойка холодного воздуха. И этот холодный воздух турбуленцией горячего воздуха начинает затягиваться в колпак, и печь перестает греть. Чего в случае с открытым топливником, как видим, не происходит. Казалось бы, топить печь, что может быть проще? Но нет, и тут нужно знание о конструкции печи и умение ее настраивать. И теперь понятно, почему фраза «закрой поддувало» является ругательной. На этом все. Если вы, дорогой зритель, являетесь печных дел мастером, напишите в комментариях, насколько данная симуляция близка к реальности. І як завжди, дякую за увагу!